Здравствуйте, дорогие подписчики. Ой, что-то я смотрю криво в этот раз все вообще. Ну, сейчас мы это будем с вами исправлять или хотя бы постараемся исправить на словах. Так вот, это видео в нем я хотел рассказать про уважение. Я уже частично затронул эту тему в своем предыдущем видео, где я рассказывал там про любовь, про разные вот эти вещи. И в этом видео я хочу затронуть именно тему уважения. Так, сейчас будем исправлять эту всю кривизну. Я сразу у вас прошу прощения за звук. То, что вы тут слышите, это шум ветра, это речка. Я забыл взять с собой микрофон с этой шумозащитой, короче. Ну да ладно, суть не в этом. Вот, исправляем кривизну, с которой мы начали. Что такое уважение? Вот вы попробуйте одну девушку, одного парня, там, женщину, мужчину спросить, а что такое любовь, что такое уважение? Я вам скажу, я уверен, они вам не смогут объяснить. Они скажут, ну, любовь это... Ну, я не могу объяснить там. Ну, уважение это... Ну, ты знаешь, это сложно объяснить, что такое. Ну, вот уважать это значит уважать. Вот так они вам скажут. Но на самом деле, вот мне тут вспоминается моя учительница геометрии из школы. Она очень справедливо говорила, когда была задача доказать какую-либо теорему. Она говорила, если ты не знаешь, как доказать теорему, если ты говоришь, ну это очевидно, там, ну это по здравому смыслу, это значит, что ты не знаешь, о чем ты говоришь. То есть реально у тебя нет знаний, у тебя нет понимания. Так же и здесь. Если человек не может объяснить, что такое любовь, что такое уважение, значит, он не умеет любить, не умеет уважать, он не знает просто, что это. Он просто не знает, что это. А раз не знает, то и не может, конечно же, объяснить. Так вот, дорогие друзья, мальчики и девочки, уважение – это придание объекту, тому, чего вы уважаете, кого вы уважаете, важности. Я уважаю тебя. Это означает, что я придаю тебе важность в своей жизни. Это означает, что ты важна для меня или ты важен для меня. Вот что такое уважение. Теперь давайте дальше разбираться, что это значит важен и как это практически у нас может проявляться. То есть мы уже разобрались, что я уважаю, значит ты для меня важен. Но что это значит? Что значит, когда человек важен? Чем это отличается от отсутствия уважения, когда этого нет? И как это? Это проще всего понять, дорогие друзья, на вещах. Допустим, что значит, вот, к примеру, у меня есть автомобиль, и что значит для меня важен мой автомобиль? Это значит, что я о нем забочусь, то есть я регулярно делаю техосмотр, я регулярно слежу за его техническим состоянием, но на самом деле, делая все это, я забочусь о себе. Заботясь об автомобиле, я забочусь о себе, потому что автомобиль меня возит, он меня радует. Ну, я, к примеру, говорю автомобиль. То есть я забочусь о своей безопасности, о своем комфорте. Дальше. Я регулярно мою салон, лобовое стекло. Я регулярно покупаю страховку, чтобы соблюдать правила дорожного движения. Ну что там еще делают автомобилисты? Я выполняю весь вот этот, все необходимые операции с автомобилем. Проверяю масло, доливаю бенз вовремя, заправляюсь на качественных заправках. О, дождь пошел, север и так далее. То есть вот что значит автомобиль для меня важен. Причем, если не важен, да, я буду заливать туда какой попало бензин, я забуду проверить масло, я буду ездить на сточенной резине и так далее. Вот это если автомобиль не важен. Допустим, вот одежда, вот у меня есть какие-то куртки,
какие-то штаны там, или если это девушка, платья, юбки, блузки там, куртки, опять же, пальто, что угодно. Вот для меня важен мой стиль, к примеру, мое пальто. Или там что-то еще такое, которое не важно сколько тысяч там стоит чего. Что это значит? Это означает, что я о нем забочусь, я вовремя и правильно ухаживаю, правильно стираю, правильными там жидкостями или порошками. Я вовремя делаю химчистку, если это необходимо. Я соблюдаю условия ухода, чтобы эта вещь служила мне долгие, там, может быть, месяцы или даже годы верой и правдой. Если мне эта вещь не важна, я, соответственно, всего этого не делаю. Я забиваю, я кидаю на грязное, то есть я не ухаживаю, вещь изнашивается, мне она не нужна и не важна. Причем вот эти все вещи, они зачастую делаются в ущерб своим желаниям. Вот у меня друг, к примеру, у него по финансам не очень хорошая ситуация. Я не буду говорить, кто, как зовут, неважно. Но для него важен его автомобиль, то есть он всегда найдет деньги вовремя обслужить, подремонтировать, там то, что нужно сделать, потому что в конечном счете он уважает себя. Для него важен его автомобиль, это часть уважения к самому себе, то есть часть придания важности самому себе. Поэтому многие вещи делаются в долг, делаются в кредит, лишь бы они были сделаны против своих возможностей актуальных, против своих, так сказать, в чем-то даже желаний, когда приходится выбирать. Я выбираю всегда то, что для меня важнее. Когда вам приходится, дорогие друзья, выбирать, вы выбираете больше то, что больше уважаете. И из этого практически нет никаких исключений. Единственное исключение из этого – это когда кто-то извне ограничивает вашу свободу выбирать, и вы не можете сопротивляться. Тогда вы, конечно, уже ориентируетесь по обстоятельствам. Так вот, теперь из этого давайте выведем с вами, что такое уважение к человеку. Это значит, что человек важен в вашей жизни, и вы стараетесь за ним ухаживать так, как это необходимо для него. Это очень тесно граничит с любовью, которая есть, как вы помните, желание блага, выраженное в мыслях, словах и действиях. Это очень тесно с ней граничит. То есть, когда вы уважаете человека, в первую очередь вы смотрите на то, что ему нужно. Затем вы смотрите во вторую очередь на то, что он хочет. Вы смотрите, способны ли вы это для него дать, это для него сделать. И только затем, дорогие мои, только затем вы смотрите на то, чего хотите вы. Любовь и уважение во многом синонимичны. И в том случае, когда вы выбираете ваши личные желания вместо нужд и желаний вашего партнера, это означает, что вы его не уважаете. Вы его не уважаете, что бы вы ни говорили. Потому что вы делаете свой выбор в пользу себя, в пользу других вещей. В некоторых случаях это нормально, в некоторых нет. Все это сильно зависит от контекста. Вот, а теперь представьте, дорогие мои, что вот это уважение в том виде, как я его только что описал вам, оно взаимное. То есть ваш партнер, он смотрит, что нужно вам, он старается угодить вам в ущерб, собственно, своим желаниям каким-то. Даже если он не хочет, он все равно старается вам угодить, он вас любит, он вас уважает. И вы также в ущерб вашим желаниям, вы стараетесь угодить вашему партнеру, вы думаете о нем, вы делаете что-то постоянно для него. Насколько счастливыми будут эти отношения? Да, на первый взгляд здесь может казаться, что где-то ущемляя, умаляя свои желания, вы становитесь несчастнее, то есть вам нужно перетереть вот это в себе, вам нужно перетереть свое эго, свое «не хочу», свое «не буду». Вам нужно перетереть это,
Ну вот знаете, как морковку на терке вот трёшь, а потом вкусно и приятно кушать получается. Так и здесь. Вы перетрете это, и когда вы увидите радость на его лице или на ее лице, вы почувствуете радость. Это взаимно, это вот и есть законы причины следствия, законы кармы, как их называют. Это взаимно, то есть вы радуете, вас радуют. И неважно, хотели вы или нет, там тяжело, да, вы где-то перетерли себя, изменили себя. И что? Вы в итоге будете рады, и это же здорово. То есть вот оно, как работает уважение в отношениях, в семейных, в дружеских, в отношениях, да в принципе в любых. Вот оно как работает. То есть это так. Это так, дорогие мои. Практикуйте, пробуйте, и вы поймете, что это так. Я вам расскажу в качестве примера, вот что у меня было такую ситуацию. Я любил женщину. Так получилось, что на ее день рождения мы не были вместе. Я подарил ей подарок как бы заранее. Просто передал, сказал, вот будет день рождения, откроешь. Я его подбирал, то есть какое-то время, там у меня несколько дней на это ушло. Подбирал его. И когда наступил ее день рождения, он ей понравился. То есть она вот записала там видео, мне показала, и я увидел искреннюю радость. Мне было очень радостно, да. Я перетер. То есть на самом деле, когда я делаю подарок, я перетираю в себе свое эго. Мне нужно потратить деньги, может быть даже немалые, потому что хорошие вещи стоят дорого. Потратить время, усилия, найти коробку, там подписать, нарисовать открытку. Я ее от руки нарисовал сам в карандаше, да. То есть все это требует времени и эмоциональных затрат, да. И это не очень радостно само по себе, то есть это отдача. Но когда ты видишь радость другого человека, когда ты вот видишь радость, ты чувствуешь радость в ответ, и ты понимаешь, что да, это было не зря сделано, это было классно, это было супер. Но что было дальше, друзья мои? Когда я попросил ее записать видео о своем дне рождения, вот о своей радости, и выложить это в качестве сториса или в Инстаграм, я сказал, что ну, вот ты спрашивал, как меня порадовать. Вот он способ меня порадовать, давай. Я буду очень рад, если ты это сделаешь. Я буду очень рад, если другие увидят, какой у тебя мужчина там был или есть, это даже не важно. Вот. Она начала на меня кричать. Вы представляете, она начала на меня кричать. Она сказала, что это ее день рождения, и это ей решать, как его провести, и что такое вообще не подходит для нее, и неприемлемо, и она не будет хвастаться. То есть, вот, вы видите, коса как бы на камень здесь нашла, и у человека всегда есть вот один набор, это его вот личные установки, которые нужно перетирать, чтобы доставить партнеру радость, и другой набор, это его вот те вещи, которые он считает для своего партнера он может сделать. И что здесь на первом месте выйдет, тем и определиться, есть уважение или нет. То есть вот во мне, я прямо говорю, что во мне есть жадность. Я это ни от кого не скрываю, я человек, я не святой, у меня есть жадность, да, я жадный человек. Во мне есть скупость вот эта определенная, может, это еще какие-то плохие качества, во мне их много на самом деле. Но я хочу радовать и радоваться. Поэтому, когда я чувствую вот этот момент, вот надо что-то сделать, я просто беру и начинаю перетирать вот это в себе, перетирать, потому что моя цель как человека развиваться, моя цель расти, во всех сферах жизни развиваться, в том числе духовно, я готов перетирать свою скупость, я готов перетирать свою гордость, я готов вот это все перетирать. А когда ты видишь, что человек, от которого ты ожидаешь взаимности, от которого ты ожидаешь ровно такого же уважения, что он вот просто возьмет и будет перетирать свое «не хочу», свое эго, что он не хочет, конечно, ты понимаешь, что с твоей стороны есть уважение, с другой стороны нет уважения. И ты вот постепенно, раз за разом в отношениях, люди обычно ссорятся по этим поводам. Ну, про ссоры я запишу, наверное, несколько отдельных видео.
Люди обычно по этим вопросам ссорятся, когда это самая частая причина ссор, когда человек ожидает от другого человека какой-то уважительной реакции одной, а в ответ приходит нечто вообще другое, зачастую выходящее за зону приличия и комфорта ожидающего. Вот. Люди очень часто ссорятся по этим поводам. Отсутствие уважения, отсутствие готовности перетирать свое эго для того, чтобы угодить партнеру. Хорошо ли это или плохо, решать вам. Но я думаю, что для отношений, вы уж простите, это исключительно мое мнение. Я думаю, что для отношений это плохо. Это скорее плохо, чем хорошо. Тем более, когда тебя не требуется сделать ничего такого ужасного, тебе не требуется переступать нормы нравственности, нормы морали, что-то еще такое. Когда ты просто не можешь перетереть вот это свое эго, я не хочу, для отношений это плохо, и для твоего развития это тоже плохо, это признак того, что ты не развиваешься. Вот, собственно, и все. Я привел пример из реальных своих отношений, потому что я считаю, что любые какие-то теоретические рассуждения должны быть подкреплены примерами. Я не буду здесь говорить, кто, что, где, там, как зовут. Если кого-то мое видео задело, пожалуйста, простите, вот поклоны вам, я не хотел вас оскорбить. Я только выражаю свое мнение об отношениях, о человеческих понятиях, о нравственности, об уважении. И я буду очень рад, реально вот очень рад я буду, если хоть кто-то из вас, кто просмотрит мое видео, даже не важно, подпишитесь вы на мой канал или нет, честно, мне все равно. То есть, если вы вынесете из этого что-то для себя, что-то хорошее, если вы сделаете какие-то выводы, и это поможет вам иметь и сохранить уже имеющиеся отношения в их высоком, более высоком качестве, чем, скажем, было у меня или чем было у вас раньше. Я буду только рад, это значит, моя жизненная миссия, она выполняется. Поэтому спасибо вам, спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях, я всегда буду рад на них ответить. И ждите следующих видео, я думаю, что скоро будет дальше, скоро будет продолжение. Все, до скорых встреч!